Всем привет! В этом месте хочу сделать столешницу, чтобы была современная, цивильная, закрыть вот эти все водные дела, фильтры, насосы и прочие причиндалы. Сделаем ее современную, полунавесную, с профилей, гипсокартона и закроем ее мозаикой. Сделаем все поэтапно, так что смотрите видео. Вот у нас уже постепенно готов каркас. Он еще не готов, это просто, можно сказать, несущие. То, что мы вот сделали именно все по уровню. Очень, очень, видите, вот я сучу, он не шатается, очень хорошо держит. Вот эта конструкция у меня получается из одного профиля, монолитная. Вот он вот тут вот заканчивается, видно в этом месте. Соответственно, здесь мы использовали направляющие, потому что здесь у нас будет гипсокартон, ну как опора, она должна быть мощная. Ну и с этой стороны тоже гипсокартон, тоже профиль сделаем по направляющим. Все, конструкция будет держаться отлично. Нам необходимо заранее замерить, где у нас будет стоять раковина. Для чего это нужно? Для того, чтобы усилить каркас именно в этом месте, чтобы раковина стояла плотно, не шаталась, соответственно, конструкция была более мощной. Ставим, получается, отрезаем гипсокартон, один лист по размеру. У меня листы маленькие, поэтому мне пришлось вот так вот резать. Ну ничего страшного, тут 2,5 листа будет, это не страшно. Ставим раковину, обводим, соответственно, здесь тоже для самого крана обводим. После этого раковину снимаем. Она уже плотно стоит, уже не шатается. Особенно, когда вы прикрутите гипсокартон, то у вас уже будет прям практически монолитная конструкция. Соответственно, под раковину уже расчертили, где нам необходимо вырезать для стока, для подводки воды. Учитывая, просто берете, переворачиваете раковину и смотрите конструкцию. То есть опора у нее всего, вот она. Вот основная опора и вот это. То есть все, что вы вот здесь будете вырезать, это никак вообще не повлияет на устойчивость. Ну, я вот в этих местах хочу усилить просто профилем. То есть у меня снизу будет вот так вот, здесь еще усилено профилем, чтобы конструкция стояла более плотнее. Ну и профиль у меня просто есть остатки, могу использовать его. Гипсокартон сам по себе очень такой простой материал, с которым удобно работать, но если вы его не портите, если вы его не нарушаете его целостность, именно я имею в виду, не отрываете бумагу, просто грамотная работа с гипсокартоном. А вот если сейчас, допустим, ну вот если еще здесь показать, здесь влево-право не уходит, это просто сам профиль вот как бы пошатывается. Но когда мы его усилим и потом еще прикрутим гипсокартон, вот у меня стеночка есть. Смотрите, она целиком из гипсокартона. Целиком из гипсокартона. Она вообще, ты можешь стучать по ней. То есть, смотрите, гипсокартон, плитка сверху, все. Здесь еще сделали, тут еще полочек не хватает. Ты можешь стучать на ней, ты можешь, я не знаю, просто с разбега в нее врезаться, ничего не будет. Гипсокартон вообще отличный материал, если грамотно с ним работать. Ну вот смотрите, уже почти обшили. Вот так вот это будет выглядеть. С лицевой стороны еще осталось обшить. Там мне пару профилей не хватило, как оказалось в итоге. Ничего страшного. Но вот так вот это все будет выглядеть. Вот такую плитку мы, мозаику вот взяли. Вот так вот ее положим. Плитку как раз под размер получилось. Я отрезал. Вернее, рассчитал изначально. Все как надо получается. Это уже край получается. Здесь будет зашито за подлицо. Вот, друзья. Глаза боятся, руки делают. Есть такая пословица, вот как раз про то, что хочешь сам сделай, хочешь найми, но лучше самому. Лучше, чем ты, никто не сделает. И да, я действительно здесь мог нанять человека, но учитывая, что вот такое вот у меня здесь происходит, разводка, трубы, ну, не получилось бы так, как я хотел. Плюс еще декоративная плитка, тоже чтобы не ушла. Поэтому вот именно вот эту столешницу я решил сам сделать, показать, что это не трудно. Так, ну что могу сказать по поводу
будет она сверху держать или не будет. Ну вот сесть сверху спокойно можно. Это еще плитки нету, это еще клея нету. Когда здесь будет все в клею и плиткой заделано, плюс еще затирка, еще жестче будет. Сесть можно спокойно, конечно, танцевать нет, нельзя будет, но раковина спокойно держится. Хоть и стучи, хоть не стучи. Ну, она тяжелая, ясно дело. Еще не закреплена, и снизу тоже еще не закреплено. Все, двигаемся дальше. Вот посмотрите, потихоньку приобретает уже такой красивый вид. Снять вам, как плитку кладу, мозаику. Мозаику будет правильно. Вот кусочками потом уже доделаю, потому что цельная ушла. Тут у меня чуть-чуть не рассчитал. Надо клеем замазать и потом спокойно положить, чтобы плитка не менялась. Попробую снять вам вот этот кусочек, потому что больше всех отпугивает не горизонтальная поверхность. Понятно, как бы на ней положить, это я вчера положил. На ней положить вообще труда не стоит. А вот вертикальная. Это, конечно, самая сложная и неудобная часть. Я делаю следующим образом. Размазываю, чтобы вот щели тоже закрыть. Обязательно что-то постелите под низ. Какой бы вы ни были аккуратный, все равно постелите. Целлофан, тряпки. Потому что упадет на пол, как бы дольше будете оттирать. Я вот именно стараюсь вмазывать. Сейчас размажу, дальше опять включу. Вот смотрите, размазал, да? Если бы у меня на плитке была бы сетка, вот здесь вот бывает сетка, но вот это вот керамомарация, именно вот эта плитка, она без сетки, видите, она такая, с какими-то такими клеющимися. Даже не знаю, что это такое, но очень гибкая, хорошо она так приклеена. Вот если была бы сетка, достаточно было бы просто размазать и на сетку приклеить. Сетка прекрасно бы взялась. Ну, раз уж такую плитку купили, потому что именно вот этот цвет нам понравился, поэтому я взял гребеночку 3,6, вот такая гребеночка, и просто уже гребеночкой проходим. Ничего сложного нету. Тут у нас ведерко для остатков, потому что остатки будут. И просто вот гребеночкой вот так ведем. Лишнее убираем обратно в ведерко. Клея много здесь не надо. Я имею в виду вообще в принципе покупать. У меня опять же после ремонта остатки остались. Вот сколько у меня? Наверное, процентов 20 это от силы. Даже, наверное, меньше от мешка, я имею в виду, ушло от большого. Все, после того, как гребенку сделали, просто прикладываем. У меня здесь ориентира нет, смотрите, я еще толком не давил. Вот, уже клей хорошо держит. Клей должен быть густым. Самое главное, вот смотрите, попробую показать. Видите, густоту клея. Клей должен быть густым, свежим. Все. Ориентира по горизонту у меня здесь нету. Я ориентируюсь по тем профилям, изначально, которые я по уровню поставил. Гипсокартон у меня по уровню. И я уже по краю просто смотрю. То, что лишнее вот отходит, ничего страшного здесь нету. Тоже первый. Смотрите, я не строитель. Сейчас я поправлю. Я ни капельки не строитель. Я самоучка, я делаю это себе дома. Все. Сейчас мы еще прижмем. И я к тому, что ничего сложного нету. Вот вроде бы вот вылез, да? Тут чуть-чуть повыше сейчас. Но смотрите, вроде бы клей вот здесь вот вылез. Ничего страшного нету. Этот клей
прекрасно оттирается. Главная наша задача, чтобы плитка хорошо взялась. Где тут у нас маленький кусочек? Сразу заранее нарежьте плитку, сколько вам надо, потому что он по длине у меня здесь. Заусенцы всякие уберите заранее, чтобы не мучиться во время уже самой клейки. Все, и вот есть еще такая штучка, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, ну это я прям большую взял, прям большую, чтобы ее равномерно, ровно придавливать, чтобы не было волны, когда вы будете руками придавливать, чтобы волны не было, чтобы равномерно, ровно. Вот такую штучку купите, можно даже меньше. И вот ей придавливаете. Вот вам, ничего сложного. Двигаемся дальше. Все, финишная работа, это у нас затирка. Делаем сметанообразную затирку. Желательно, конечно, взять малярный скотч, наклеить, вам проще будет. Инструмент применяет вот такие вот резиновые, как они называются, даже я не знаю, разных размеров, шпатели, как их назвать, замазка, инструмент для замазки. Бывают разные. Вы зайдите в магазин, просто поймите, чем вам будет проще замазывать. Это считается самая грязная работа. Так, вот смотрите, затиркой обработали. Я не стал все обрабатывать, потому что здесь уже, вот в этом месте уже подсыхает. Пора делать смывку. Это еще не самая грязная часть работы. А вот смывка — это самая грязная часть работы. Берете губку, берете маленькие губки, большие губки. И как только подсохнет, именно не сверху должно подсохнуть, а вот где щели вы затирали, хотя бы немножко должно подсохнуть. Иначе вы, если рано начнете, губкой смоете с щелей. И побольше чистой воды, прям побольше меняйте, чаще. И у вас это все быстро получится. Ну, мне здесь где-то минут, наверное, вот уже не остается. Минут 10 от силы. Потому что здесь вот у меня по краям немножко большие швы. Только из-за них я не буду сразу. А так вообще вот здесь вот по центру уже можно применять смывку. Так что все в вашей власти. Еще раз говорю, я не строитель, я любитель. Но я стараюсь сделать очень грамотно, очень качественно для себя любимого. Поэтому все вы можете. Главное просто начать. Вот смотрите, смывку только начал. Вот сверху вот такой слой был. Вот только начал смывку, ведро уже грязное. Уже меняйте. Чем чаще будете менять воду, тем вам будет самому проще. Еще один момент покажу. Смотрите, если вы где-то пропустили, вот видите, вот у меня тут я плохо замазал, ничего страшного. Вы можете спокойно мыть и потом уже точечно взять и замазать опять затиркой. Это нормально, поэтому не думайте, что у вас с первого раза там все сделали как надо. Нет, редко когда получается, что где-то в общем получаются косяки небольшие, но это все поправимо, и можно сверху замазкой повторно пройтись точечно уже, намного проще будет. Вот смотрите, это третья смывка уже. Видите? Ничего сложного, чаще меняйте воду. Какие губки я использую? У меня два вида губок. Обычная кухонная. То есть вот видите вот эти. То есть видите вот эти следы. Их можно именно вот этой стороной. Через телефон не видно. Вот так вот проходите и выравниваете. Дальше уже смываете большой автомобильной губкой. Смотрите, даже когда у вас вы все сделаете, у вас высохнет там через неделю, и увидели где-то косяк, где-то вот, ну, торчит, да, допустим, затирка, вы спокойно можете взять шкурку, не бойтесь, шкурку берете и шкуркой проходитесь, и просто как бы стачиваете, сошкрябываете. Это нормально. Ничего не сломается, ничего не отвалится, не бойтесь. Ну все, вот столешница готова. Вот здесь вот такой вот ящичек. Там будут выдвижные коробочки красивые, под солому, ну, там уже кому как нравится. В этой части я еще не придумал, возможно, будет какая-то декоративная красивая шторка, может быть, так и останется. Здесь
конечно же, будет закрыто. Вот смотрите, столешница, она уже все готова. Осталось только оттереть вот эти вот пятна, видите? Пятнами пошло. Это затирка, так как у меня мозаика, она прям шершавая, она прям матовая, то, конечно же, затирка дала такой вот оттенок, впиталась вот в эту вот шершавость. Если у вас стеклянная будет или какая-то гладкая, то вообще без проблем вот этого не будет. Но даже если у вас так получилось, не переживайте, это тоже оттирается. Ссылочку прикреплю в видео, как это оттереть. Так что ничего страшного. Вот здесь вот видите, попробовал, оттирается. Эту часть еще не дошел. Сейчас просто уже финишные какие-то детали делал. Вода, все работает, все прекрасно, все хорошо. Удачи вам в ваших начинаниях.